Всем доброй среды! И сегодня снова с вами я, Лизавета Царькова-Голофаст, тренер по гимнастике для лица с более чем 10-летним клиентским опытом, а также практикующий физиогномист. А еще я хочу представить вам свою мышь, которая явно не нуждается, да, во всех моих услугах и неплохо себя чувствует, отлично выглядит. Как вам мышь? Моя новогодняя мышь. Посажу ее здесь. Она будет с нами сегодня. Итак, я хочу начать сегодняшнюю нашу с вами встречу с одной истории моей клиентки. Собственно, это достаточно распространенная ситуация, но я хочу поговорить с вами сегодня на эту тему. Женщины приходят ко мне и жалуются на какие-то части своего лица. Одним не нравятся бульдожьи щечки, брыли, вторым не нравятся носогубки, третьим не нравятся морщинки вокруг глаз, четвертым не нравятся морщины их лба или то, что лоб слишком гиперподвижный или наоборот вообще неподвижный, да, как каменный такой. И они мне вот говорят, Лизавета, сделайте, пожалуйста, для меня упражнение на работу вот с этой конкретной проблемной зоной. На что я принимаю этот запрос, я принимаю такие запросы, но я всегда объяснять буду, и до вас тоже сейчас хочу донести, что наше лицо, оно целостное. Мы не можем работать только с одной зоной, которая нам не нравится, в холодную, то есть на лицо неподготовленное. Мышечный каркас держится на 3 парах точек. Точки височной зоны, точки скул, скуловые точки. И да, вот эти самые бульдожьи щечки. Поэтому, если лицо уходит вниз, то есть в результате того, что мышечный каркас ослабевает со временем, да, а также, как вы знаете, под влиянием огромного количества разнообразных факторов, и в каждом случае основными влияющими факторами на ситуацию на лице будут разные факторы, разные, понимаете? Вот, поэтому работать всегда надо со всем лицом и со всеми зонами, если вы правда хотите его подтянуть. Это понятно? У нас на лице 27 парных и 3 непарных мышцы. Они все взаимосвязаны между собой. Нельзя проработать только шею, у вас подтянется лоб. Для того, чтобы подтянулся лоб, надо прорабатывать прежде всего шею, подбородок. Важная составляющая – это мышцы центра лица, мимические центральные мышцы лица, височная область, скулы, лоб, межбровка и надбровка, и лобные мышцы. Это в обязательном порядке. Поэтому я всегда вас прошу, и мой курс, о котором вы, наверное, смотрели в предыдущих видео, там есть, я очень подробно там конструкцию курса рассказала. Кто не видел, обязательно посмотрите. Мой курс предполагает работу с 6 зонами лица, со всеми мышцами, да, и предварительно блок упражнения на вытяжение мышц, если в мышцах есть спазмы. Потому что давать силовые упражнения на заспазмированные мышцы у вас не будет эффекта. Вы просто потратите кучу времени, и у вас не будет желаемого результата. И вы расстроитесь и скажете: фейсбилдинг не работает. Конечно, если его делать неправильно или не делать полноценно. Полноценно это шея, подбородок, зона губ, щеки, скулы, центральная часть, носогубная зона, да, глаза и лоб. Вот это полноценная проработка. Это все, что я вам хотела сказать. Конечно, я клиентку взяла к себе на обучение, и мы сейчас уже имеем очень хороший, на самом деле, реально прогресс, которым можно гордиться, потому что у нее было в спазмах все известные типы спазм в мышцах у нее на лице были. И сейчас я смотрю, как это все уходит. И это красиво. И она сама стала замечать, говорит: я уже
чувствую это, у меня нет напряжения, нет боли вот здесь. Понимаете? Вот что значит комплексный правильный подход. А еще у меня сегодня для вас запланировано упражнение, и я хочу вам предложить его попробовать. Называется оно «Голова кобры». Скажем так, все женщины, да, включая меня, иногда в своей жизни бывают змеями, подколодными змеями. Кто с этим не согласен? Вот я согласна. Я тоже бываю подколодной змеей. Так вот, упражнение, которое я сейчас вам покажу, оно должно выполняться в состоянии такой уверенной подколодности. Оно очень простое, и я расскажу, зачем оно надо. Это упражнение из блока по работе с зоной шеи. То есть оно надо для того, чтобы хорошо проработать шею и овал. Поэтому, девочки, сейчас садимся ровненько, да, вот она вертикаль у нас. Можно сделать вот такое упражнение, да, руки за голову, поставить лопатки на место. Можно также сделать вот так, круглая спина, да, потом ее расправить ровненько. И что вы делаете дальше? Вы выдвигаете голову максимально вперед. Вот так вот. Сбоку это выглядит вот так. Вот вы выдвинули. И вы делаете вот такой поворот, чтобы подбородок был параллельно плечу. И в обратную сторону. Понятно? Очень все просто. Вот оно. Вы никуда не спешите. Вы делаете это очень размеренно. Когда вы сделаете 30 полукругов, вы задвигаете голову на место. Вот. Кобры, да? Раз, два, раз, два. Очень просто, но ваше внимание в это время должно быть сосредоточено в шейно-воротниковой зоне. Она может хрустеть, это нормально, не страшно. Она через время этот хруст пройдет. И делайте выдохи через нее. Вот прямо выдыхайте седьмым шейным позвонком, вот прямо выдыхайте. Хорошо? Расскажу вам еще историю, связанную с этим упражнением. Смотрите, это история из, скажем так, из серии «Разницы между мужчинами и женщинами». Значит, согласно исследованиям, это не мои исследования, я читала о ней у Джона Грея в книжке «Мужчина с Марса, женщины с Венеры». Но в жизни я эту ситуацию наблюдала множество раз, и не только я. Вот ко мне прямо приходили мои ученицы и говорили, что вот это упражнение прямо из вот этой ситуации. Значит, представьте, что вы пришли на корпоратив со своим мужем, с парой, с любовником, неважно, вы пришли вдвоем парой. И корпоратив проходит в новом для вас помещении, которого вы не знаете. Вот. И вы заходите внутрь, и там находятся такие же пары или люди без пар, то есть вперемешку. И вот что первым делом делает мужчина? Мужчина первым делом смотрит, где есть выходы, где есть запасные выходы, где есть окна, где есть двери. То есть, что это значит? Вопросы безопасности. Да? Что происходит? Ага, другие мужчины, что из себя представляют. Вот. Они смотрят, если случится паника, куда можно бежать. Да? Это нормально для мужчин. Что делают женщины? Как вы думаете, что делает в это время женщина? Женщина, которая попала в незнакомый круг, либо малознакомый круг, она смотрит на отношения между людьми, которые здесь есть. Кто с кем спит, кто с кем хочет спать, кто с кем в контрах, как сгруппированы круги, кружочки, группки общения. Вот. И когда общество полузнакомое,
Женщины вот так вот стоят и смотрят. Они следят за своими мужьями, они следят за чужими мужьями, и они следят за женами чужих мужей. Не так ли? Не так ли? Ко мне приходят девочки после таких корпоративов и говорят: упражнение голова кобры, этому упражнению надо обучать всех таких женщин, потому что иногда на таких мероприятиях они могут случайно свернуть себе шею, если они смотрят куда-то не туда. Вот такая смешная история. Я надеюсь, я вас немножечко повеселила. Мы с вами прощаемся до следующей среды, и в следующую среду мы снова поговорим еще об одном упражнении, полезном для подтяжки вашего овала лица. Вот, забыла сказать, что прежде чем заходить к любому тренеру, ко мне прежде всего, на курс по гимнастике для лица, вы должны пройти пробно-консультационное занятие. Сейчас здесь появится подсказочка. Пожалуйста, изучите, что это такое, и всем, кому интересно, вы можете написать мне в личку. Увидимся!